Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об Адриатическом море. Что мы знаем о нем? Кто-то скажет, море как море, между Италией и Балканами. Кто-то вспомнит Венецию, кто-то отпуск в Хорватии, кто-то картинку из учебника, где галеры с латинскими парусами идут навстречу турецким фрегатам. А кто-то вообще скажет, а это разве не часть Средиземного моря? И будет в целом прав. Но Адриатика – это концентрат Средиземноморья. Это древний коридор империй. Это бухты, где веками причаливали корабли с вином, солью, шелком и оружием. Это место, где римляне строили порты, венецианцы – дворцы, а пиратов искали все подряд. И это очень интересно. И поэтому здесь и сейчас мы и поговорим об этом море поподробнее. Поехали! И начнем с того, что не существовало бы Адриатического моря без Апеннинского полуострова. Оно находится на краю тектонической зоны, на Адриатической или Апеннинской микроплите, которая медленно движется и сталкивается с Евразийской плитой. Эти геологические процессы идут миллионы лет и продолжаются до сих пор, формируя рельеф, очертания берегов и горные хребты. Около 25 миллионов лет назад, в позднем Олигоцене, началось поднятие суши, которую мы сейчас называем Апеннинским полуостровом. Это происходило постепенно, в результате давления, разломов, извержений и оседаний. Так возник барьер, отделивший Адриатический бассейн от остальной части Средиземного моря. Море оказалось частично замкнутым между поднимающейся сушей на западе и старой складчатостью Балкан на востоке. Берега Адриатики сильно различаются. Западный, итальянский, сложен в основном из аллювиальных отложений. Здесь действовали крупные реки По, Адидже, Рена. Они веками выносили осадки, создавая равнины, дельты и плоские побережья. Море уходит здесь постепенно, с длинным мелководьем. Восточный берег – это известняковая зона. Он сложен из пород, образовавшихся на дне Древнего океана. Со временем вода выточила в этих известняках трещины, пещеры, карстовые воронки и обрывы. Так сформировалось расчлененное побережье с большим количеством бухт, островов и скал. Таким образом, Адриатическое море – результат длительных и продолжающихся геологических процессов, и его берега являются отражением двух разных геологических историй. И на данный момент Адриатическое море – это полузамкнутое море. С юго-запада оно ограничено Апеннинским полуостровом, а с северо-востока – побережьем Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Албании, то есть Балканским полуостровом. На юго-востоке Адриатика соединяется с Ионическим морем через пролив Отранто шириной 72 километра. Адриатическое море простирается на 800 километров с северо-запада на юго-восток и имеет ширину около 200 километров. Его площадь составляет около 138 600 квадратных километров, а объем 35 тысяч кубических километров. Это самая северная часть Средиземного моря. Географически море делят на северную, центральную и южную части. В Адриатику впадают крупные реки По, Адидже, Рена, Соча, Крака, Неретва, Дрин, Буна, Веса и другие. Альпы, оказывающие значительное влияние на климат Средиземноморья, доходят до побережья Адриатики в районе между Триестом, Дуино и Барколой. В Адриатическом море множество островов, более 1300, большинство из которых расположено вдоль восточного побережья, особенно в Хорватии. В это число входят острова всех размеров, включая те, что появляются только при отливе. Среди крупнейших Црес и Крк, оба около 400 квадратных километров. А самым высоким является остров Брач, чья вершина поднимается на 780 метров над уровнем моря. Интересно, что Црес и соседний Лошень были когда-то единым островом, известным грекам как Апсертиды. Они были разделены искусственным каналом еще в античные времена. Острова на западном итальянском побережье Адриатики меньше и встречаются реже. Самый известный из них 117 островов, на которых построена знаменитая Венеция.
Адриатическое море неглубокое по меркам Средиземного региона. Его средняя глубина около 260 метров, максимальная 1233 метра. Северная часть самая мелководная, от Венеции до линии Анкона-Задар. Глубина редко превышает 100 метров. Это крупнейший шельф в Средиземном море, важный для циркуляции и обновления придонных вод. Южнее, в среднеадриатическом бассейне, глубина возрастает до 270 метров. Ее отделяет от южноадриатической впадины порог Палагружа глубиной около 170 метров. На границе с Ионическим морем еще одно подводное возвышение – порог Атранта глубиной 780 метров. Движение вод в Адриатике зависит от формы берегов и поступления воды из Средиземного моря через пролив Атранта. На западной итальянской стороне берег ровный, без островов, поэтому течение идет относительно стабильно. У поверхности более пресная и теплая вода, у дна холодная и плотная. На восточном Балканском берегу из-за множества островов и близости гор течение более сложное. Приливы обычно небольшие, до 30 сантиметров, но иногда вода поднимается значительно выше, особенно в Венеции. Явление высокой воды возникает при сочетании приливов южного ветра Сирока и формы морского дна. Рекорд 194 сантиметра в 1966 году. Похожие наводнения бывают в Копере, Задаре, Шибенике. В Венеции ситуацию усугубляет проседание почвы. Сирока – это теплый влажный ветер, дующий с юга со стороны Сахары и Ливийской пустыни. Он пересекает Средиземное море, насыщается влагой и достигает Адриатического побережья, особенно часто весной и осенью. Есть еще ветер Бора. Это холодный, очень сильный ветер, дующий с суши на море. Он образуется, когда холодный континентальный воздух из Динарских Альп стремительно срывается вниз к побережью. Особенно часто и ярко он проявляется в районе Триеста, Сенья и Сплита. Скорость порывов может превышать 180 км в час, а в отдельных случаях даже до 200. Водообмен Адриатического моря происходит довольно быстро. Полный объем моря обновляется через Атлантский пролив за 3-4 года. Это значительно быстрее, чем, например, в Черном море, в котором этот процесс занимает до 500 лет. Реки приносят около 5700 кубометров воды в секунду, и почти треть этого объема от реки По. До 29% пресной воды поступает через подводные источники, в том числе и термальные. Из-за притока пресной воды Адриатика действует как разбавляющий бассейн Средиземного моря. Адриатическое море теплое. Температура воды летом колеблется от 22 до 30 градусов, зимой опускается до 9. На юге зимой всегда теплее, чем на севере, на 8-10 градусов. В холодные зимы на мелководье вода может и замерзать, особенно в Венецианской лагуне, а иногда даже южнее. Но это случается все реже и реже. Соленость воды немного выше океанической, из-за притока очень соленой воды из Левантийского бассейна. Климат в северной части влажный, субтропический, теплое лето и прохладная зима. В южной типично средиземноморский, жаркое сухое лето и мягкая зима. В течение года температура воздуха может меняться на 20 градусов и более. С географией немного разобрались. Интересно Адриатическое море и с исторической точки. Не всегда же итальянцы готовили пасту и пиццу на Адриатике. Все началось задолго до Рима и Византии. Примерно 6000 лет до нашей эры в районе нынешней Албании и Далмации появились первые прибрежные поселения. Позже, в эпоху бронзы и железа, восточное побережье стало территорией иллирийцев, воинственных племен, живших морем. На западе на полуострове возникали народы Италии, в том числе загадочные этрусские. И уже в 7 веке до нашей эры сюда пришли греки. Они основали Эпидамн, ныне Дурес, Аполлонию, Анкону, Корчилу, Вис и даже дали морю имя. В устье По возник торговый пост Адрия, откуда оно стало Адриатическим. Когда-то он стоял прямо на берегу моря, возле одной из главных дельт реки По. Это был важный порт, через который шла торговля между Востоком и Европой. Но с тех пор прошло более 2000 лет, и за это время произошло несколько природных процессов, которые изменили карту. Река По одна из самых полноводных в Европе, и она постоянно несет песок, ил и глину. За 1000 лет она надстроила землю, наносы постепенно расширили равнину и отодвигали берег
берег все дальше и дальше от старых поселений. Это называется аллювиальное наращивание. Именно оно спрятало Адрию внутри суши. Дополнительно влияли тектонические процессы. Земля в этом районе медленно поднимается, а уровень моря меняется. Все это вместе увело Адрию от побережья. Но настоящий поворот в истории моря наступил, когда на берег вышли римляне. В III веке до нашей эры, желая защитить свои торговые интересы и преградить путь Карфагену, Рим построил крупную военно-морскую базу в Брундизии. Вскоре римские легионы переправились через море и начали иллирийские войны. Сначала против пиратов, потом и против местных правителей. И победа была вопросом времени. К I веку нашей эры Рим контролировал оба берега. Восточный стал частью провинции Далмации и Панонии, а Истрия включена в римскую Италию. Адриатика превратилась в римское внутреннее море. По каменным дорогам шли войска и купцы. Между портами ходили корабли, связывая Восток и Запад. Это море становилось мостом империи. В поздней античности город Равенна стал новой столицей. Когда варвары начали осаждать Рим, императоры выбрали Равенну. Она стояла среди болот и имела выход к морю. Удобно для обороны и, если нужно, для бегства. После падения Западной Римской империи в V веке Адриатика превратилась в арену постоянных смен власти. Остготы, Византия, лангобарды – все хотели владеть этим побережьем. Император Юстиниан снова вернул Италии восточный берег, но ненадолго. В 568 году началось движение лангобардов, и империя постепенно отступала. Только Венецианские острова оставались под контролем Константинополя. И с этого началась новая история. Маленький город Венеция набирал силу. К XI веку она уже получила от Византии торговые льготы, а к XIII подчинила себе почти все побережье Адриатики. Венеция строила флот, воевала с Генуей, сражалась с пиратами, контролировала Далмацию и Ионию. Это был пик могущества республики. Но у моря, как и у истории, всегда две стороны. В XIII-XIV веках в Далмации усиливалась Венгрия. В 1358 году она отняла у Венеции почти все восточное побережье, а в Дубровнике появилась независимая республика Рагуза. Венеция отыграла позиции лишь в 1409 году, выкупив Далмацию, и удерживала ее почти 4 века. Тем временем над Балканами поднималась новая сила – Османская империя. В 15-16 веках турки захватили Албанию, подошли к Черногории, вторглись вглубь Балкан. Венеция сражалась, но после Великой битвы при Лепанто в 1571 году, где турецкий флот был разгромлен, османские набеги постепенно прекратились. Это была последняя крупная победа Венеции на море. В 1797 году все закончилось. Венецианская республика, просуществовавшая более 1000 лет, пала под ударами Наполеона. Ее земли отошли Австрии, потом снова Франции. Война за Адриатику продолжалась. Британцы сражались с французами, захватили остров Вис и превратили его в военно-морскую базу. В 1811 году у Лисы произошло решающее морское сражение, где британский флот одержал победу. После Наполеона Адриатика попала в новые руки. Восточный берег, включая Далмацию, Истру и Боку Которскую, оказался у Австрии. Италия еще не существовала как государство. Только в 1861 году она объединилась, а к 1866 году уже контролировала все западное побережье моря. На востоке же осталась Австро-Венгрия, разделившая побережье между Австрией, Венгрией и Хорватией, но надолго удержать этот край не удалось. В 1918 году рухнула Австро-Венгерская империя. Восточное побережье отошло новому государству – Югославии. Италия получила часть территории, но была недовольна. В 1919 году итальянские добровольцы самовольно заняли город Риека. Конфликт утих только в 1924. Во Вторую мировую войну Италия вторглась в Албанию и Югославию, захватила почти всю Далмацию. После войны по мирному договору 1947 года она отказалась от всех этих территорий.
Истрия, Задар, Риека и острова отошли Югославии. Создали нейтральную свободную территорию Триеста, но в 1954 ее разделили между Италией и Югославией. Так Адриатика превратилась в границу двух миров. На западе страны НАТО, на востоке социалистическая Югославия и изолированная Албания. Это был фланг холодной войны. В 1990-х все снова изменилось. Распалась Югославия, Словения, Хорватия, Босния, Черногория стали независимыми. Сербия потеряла выход к морю. Во время Хорватской войны югославский флот блокировал побережье, но вскоре ушел. Адриатическое море стало ареной операций НАТО. Сначала в Боснии, затем в Косово. Сегодня на берегах Адриатики стоят независимые государства. Море больше не принадлежит одной империи, но в нем по-прежнему отражаются их следы. Древние гавани, римские дороги, венецианские арсеналы, австрийские форты. И каждый, кто путешествует по этим водам, плывет не только между странами, но и между слоями времени. А почему и нам не исследовать все побережье Адриатики? Давайте так, возьмем побережье от севера к югу для начала, а далее переплывем залив и продолжим движение с юга на север, неторопливо, внимательно, от города к городу. И начнем мы наше путешествие с Триестского залива, самой северной части Адриатического моря. Он начинается у дельты реки Пьяви на западе и заканчивается мысом Савудрия. Берега залива принадлежат сразу трем странам – Италии, Словении и Хорватии. В заливе расположен самый большой порт Адриатики – Триест. В прошлом главный порт Австро-Венгерской империи. Сегодня он хранит следы имперской архитектуры, итальянской культуры и славянского влияния. Здесь встречаются католические храмы, синагоги, православные церкви и мечети. Город Триест славится кофе, интеллектуальной атмосферой и литературным наследием. В Триесте разработали батискаф Триест. Его создал Агюсто Пикар, который достиг Марианской впадины, самой глубоководной впадины на Земле. За полуостровом Муджа, покрытым виноградниками и оливковыми рощами, расположен главный морской порт Словении – город Копер. Это крупнейший славянский город на Адриатическом побережье, выполняющий важную транспортную, торговую и промышленную функцию. Копер имеет древнюю историю. В античные времена он назывался Каприс и находился на острове. Позднее город был под властью Римской империи, а затем Венецианской республики. В средние века он был известен как Каподистрия и долгое время входил в состав Венецианской республики, что ощущается буквально в каждой черепице старого города. Венецианцы укрепили город, построили гавань и административные здания, многие из которых сохранились до наших дней. Со временем, особенно в 20-х веках, в результате мелиорации и насыпных работ, Копер утратил островной статус и стал частью материка. За ним на мысе Мадонна Пиран, самый живописный исторически значимый прибрежный город Словении, центр венецианской архитектуры и культурной жизни. Городов на берегу у страны немного. Побережье Словении на Адриатическом море одно из самых коротких, его длина составляет всего около 46 километров, меньше только у Боснии. Следующая после Словении полоса побережья на юг принадлежит Хорватии. Это северная часть Истрийского полуострова, начинающаяся сразу за рекой Драгония, которая формально и фактически служит границей между Словенией и Хорватией в этом регионе. Когда-то Иллирия, затем Истрия, позже Римская республика, была и под контролем Венеции и Австрийской империи. В прошлом веке Югославия, а теперь большая часть полуострова – это Хорватия. Все это сказалось на архитектуре городов. Умак – это небольшой, но яркий город на северо-западном побережье Хорватии. Первый крупный курорт на Истрийском полуострове, если ехать от Словении. Еще римляне основали здесь укрепленное поселение. Под улицами старого города до сих пор находят часть мозаик, стены и амфоры. Говорят, что некоторые винодельни в окрестностях берут начало с римских времен. Порич – один из самых древних и известных городов Западной Истрии, расположенный на берегу Адриатического моря. Небольшой по размеру, он сочетает в себе богатое историческое наследие, средиземноморскую атмосферу и развитую туристическую инфраструктуру. Город возник еще во времена Римской республики, как укрепленный лагерь. Римляне построили здесь правильную сетку улиц, которая сохранилась до наших дней. Позже он стал римской колонией.
Позднее Порич находился под властью Венецианской республики, затем Австрии, Италии, Югославии и, наконец, с 1991 года Хорватии. Это отразилось в архитектуре. Побережье между Поричем и городом Ровинем представляет собой особенно живописный и характерный участок Западной Истрии. Вся зона сильно изрезана. Береговая линия состоит из череды небольших бухт, заливов, мысов, островков и каменистых отмелей. Местами берег крутой, скалистый, местами пологий, с естественными пляжами и сосновыми рощами, выходящими прямо к морю. Чем ближе к югу от Порича, тем рельеф становится более пересеченным. Холмы подходят вплотную к берегу, а берега образуют естественные углубления, удобные для стоянок лодок и яхт. Дороги идут вдоль моря, но с частыми поворотами, спусками и подъемами. К югу от этой зоны начинается Лимский канал, или как его называют еще Лимский фьорд, узкий морской залив, врезающийся в сушу примерно на 10 километров. Он напоминает настоящий скандинавский фьорд, хотя и образован не ледником, а эрозией карстовых пород. Берега канала крутые, покрытые лесом. Местами высота склонов превышает 100 метров. Лимский фьорд – это природный заповедник и запрещен для моторного судоходства и застройки. Сразу южнее Лимского фьорда начинается территория города Ровинь, одного из самых красивых и узнаваемых городов на всем Адриатическом побережье Хорватии. Старый город Ровинь расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор. Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка, среди которых самые крупные и живописные острова Святого Андрея и Святой Екатерины. Новая часть города вытянута вдоль побережья к северу и югу от полуострова. Если двигаться дальше на юг от Ровиня, вдоль западного побережья Истрии, следующим крупным городом будет Пула, самый большой город полуострова и один из важнейших исторических и культурных центров Хорватии. И Пула лежит в глубокой защищенной естественной бухте. Город развивался как порт и военно-морская база, особенно во времена Римской империи. Благодаря этому его исторический центр насыщен памятниками античности. Главной достопримечательностью является Римский амфитеатр, один из крупнейших и самых хорошо сохранившихся в мире. Кроме него в Пуле сохранились римские ворота, форум, храм Августа, крепость, ренессансные австрийские здания. Город имеет промышленную зону, порт, судоверфи и международный аэропорт. Южнее Пулы, за мысом Каменяк и южной оконечностью полуострова Истрия, берег снова становится изрезанным, и вскоре открывается залив Раша, один из самых глубоких и узких морских заливов Хорватии. Он расположен в восточной части Истрии. Устье направлено на восток в сторону Кварнерского залива. Залив протянулся примерно на 12 километров вглубь материка. Его ширина на входе около 1 километра. Затем он постепенно сужается. Берега залива высокие, местами крутые, поросшие хвойным лесом. На южной стороне залива расположен мыс Убача, на северной возвышенность с руинами старых укреплений. В западной части залива, в самом его конце, впадает река Раша, одна из крупнейших рек Истрийского полуострова. От нее залив и получил название. Река короткая, но полноводная. А на восточной стороне полуострова, на побережье Кварнерского залива у подножья горного массива Учка, Апатия. Апатия – это старейший курорт Хорватии, возникший еще в 19 веке как австрийская ривьера. Именно сюда приезжала знать Австро-Венгрии. Город знаменит своей променадой Лунгомаре, набережной длиной более 10 километров, шикарными виллами конца 19 века, садами, санаториями и видом на залив. Климат здесь мягкий, морской, но при этом защищенный горами. Это создает особый микроклимат. Далее Далматинские острова. Цепь суши, разбросанные вдоль южно-хорватского берега. Один за другим длинные, узкие, то лесистые, то голые, то живые туристические, то безмолвные. Далматинский архипелаг включает более 1000 островов, рифов и скал. Из них около 50 обитаемые. Это самая плотная островная зона на всем Адриатическом побережье и одна из
самых протяженных. Она тянется примерно на 350 километров вдоль материковой Далмации, от острова Пак на севере до Млета и Лафитских островов у Дубровника на юге. Эти острова – остатки затопленного карстового побережья. В далеком прошлом, во время последнего ледникового периода, уровень Адриатического моря был значительно ниже, а береговая линия проходила гораздо дальше. То, что сегодня остров, когда-то было горой, частью прибрежного хребта или возвышенности на материке. Это не вулканические острова, как в Италии или Греции. Их природа карстовая. Известняк, скалы, пещеры, сухие плато. На этом участке побережья расположены два моря, как их называют в Хорватии. Это Новиградское море и Каринское. Оба они не настоящие моря, а заливы лагунного типа, соединенные друг с другом и с Адриатикой. Среди бесчисленных островов находится Задар, один из древнейших и самых самобытных городов Хорватии. Задар возник еще до римлян, как иллирийское поселение. Римляне сделали из него город Ядора, построили форум, дороги, водопровод. Позже сюда пришли византийцы, франки, венецианцы, австрийцы. Все они оставили здесь стены, башни, церкви, следы в языке и облике. В средние века Задар был важнейшим городом на побережье. Он выдерживал осады, был разрушен и восстановлен, переходил из рук в руки, пока не остался за Хорватией. Чуть южнее Шибеник, древний хорватский город на берегу Адриатического моря, основанный в X веке. Его сердце – старинный квартал с узкими улочками, лестницами и каменными домами под красной черепицей. Главная жемчужина – собор Святого Иакова, включенный в список ЮНЕСКО. Уникальное сооружение построено без раствора, только из камня. Над городом возвышаются крепости Святого Михаила, Баране и другие, с которых открываются потрясающие виды на залив и острова. Шибеник славится фестивалями, морской историей и близостью к национальному парку Крка с его водопадами. И если Задар и Шибеник – это северная Далмация, город Сплит – это центральная, а город Дубровник – это Далмация южная. Далмация – это исторический географический регион на восточном побережье Адриатического моря, который сегодня в основном находится в пределах современной Хорватии. Термин происходит от названия иллирийского племени далматов, населявших эти земли до римского завоевания. Далмация тянется узкой полоской вдоль хорватского побережья, от острова Пак и города Задар на севере до Дубровника на юге, включая прибрежные острова Хвар, Брач, Вис, Корчул и другие. Город Сплит основан еще греками, как Аспалатос, но всемирную известность приобрел благодаря Диоклетиану, римскому императору III века, который построил здесь свой дворец, одну из лучших сохранившихся построек поздней античности. Сплит – это одновременно античный музей под открытым небом и шумный прибрежный город, где жизнь бурлит между колоннами, базиликами и пальмами. Недалеко Неретва, одна из крупнейших и самых живописных рек на Балканах. Она начинается в Боснии и Герцеговине, протекает через горы, равнины и каньоны, а затем впадает в Адриатическое море, образуя одну из самых плодородных и уникальных дельт. И именно здесь, у Неретвы, у Боснии и Герцеговины есть выход к Адриатическому морю, но очень небольшой, всего около 20 километров. И все побережье сосредоточено вокруг города Неум. Это единственный морской курорт Боснии. А Дубровник – один из самых известных городов Хорватии и всего Адриатического побережья. Его часто называют «жемчужиной Адриатики». И не зря. Старинные стены, красные черепичные крыши, мраморные улицы и сверкающее море. Город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и стал символом Южной Далмации. Основан в VII веке как поселение Рагуза, позже стал независимой республикой, существовавшей почти 500 лет. Это была мощная морская держава и торговый центр, соперничавший с Венецией. После наполеоновских войн перешел к Австрийской империи, а затем в состав Югославии и независимой Хорватии. Городская гавань, узкие улочки, старинные дома – все это создает уникальный ансамбль. А кому-то будет интересно, что Дубровник был местом
местом съемок Королевской гавани в сериале «Игра престолов». И всего в 40 километрах от Дубровника одна из природных и исторических жемчужин Адриатического побережья – Которский залив. Это уникальное образование, напоминающее фьорд, но на самом деле представляющее собой затопленную речную долину, глубоко врезанную в горы. Его узкие извилистые проливы обрамлены крутыми склонами и крошечными средневековыми городами. Перест – город-музей с барочной архитектурой и видами на острова. Рисон – древнейший город залива с римскими мозаиками. Тивот – с современной мариной и международным аэропортом. Еще через 40 километров Будва, одном из самых известных курортов Черногории. Этот город – настоящая столица Будванской ривьеры, протянувшаяся почти на 35 километров и усыпанной десятками пляжей, бухт, скал и прибрежных поселков. Здесь кипит курортная жизнь, шумные кафе, яхты, вечеринки, фестивали и концерты под открытым небом. Но и у Будвы есть своя история. Старый город, расположенный на небольшом полуострове, окружен мощными венецианскими стенами. Узкие улочки, древние церкви, уютные площади. Все это оживленная смесь античности и средиземноморского уюта. По легенде, Будву основал сын финикийского царя Кадма. Он был изгнан из Фив и долго скитался, прежде чем найти пристанище здесь, у Адриатического моря. А далее по побережью Албания. Патокская лагуна – одна из крупнейших и наиболее значимых лагун северного побережья Албании. Район Патокской лагуны – обширный прибрежный болотистый заповедник с мангровыми зарослями, солончаками, песчаными мысами и мелководной бухтой. Это место ценится орнитологами и рыбаками, а также становится все популярнее среди экотуристов. Южнее вдоль побережья расположен Дуррес, второй по величине город Албании и крупнейший порт страны. Его история уходит вглубь времен. Здесь происходила античная Виа Эгнация, римская артерия, что связала Восток с Западом. Сегодня Дуррес – шумный курорт с длинной набережной, современными отелями и широким песчаным пляжем, простирающимся почти на 10 километров. Это сердце албанской курортной жизни на Адриатике. Еще южнее находится Влёра, город, где Адриатическое море уступает место Ионическому. Здесь расположен залив Влёра, одной из самых живописных прибрежных акваторий страны. Он защищен полуостровом Карабурун и островом Сазан, а береговая линия здесь становится более холмистой и дикой. Влёра важна и исторически. Именно здесь в 1912 году была провозглашена независимость Албании. Сегодня это место привлекает туристов теплым морем, видом на горы, морскими прогулками и близостью к Албанской ривьере. Общая протяженность албанского побережья вдоль Адриатического моря составляет около 274 километров от устья реки Баяна на границе с Черногорией до мыса Гюнима у Влёры. Этот участок сочетает в себе заповедные территории, курортные города и природные бухты, делая Адриатическое побережье Албании все более привлекательным. А мы переплывем пролив Отранто шириной 72 километра и будем двигаться по итальянскому побережью от каблука полуострова Саленто на самый север Адриатического моря. Бриндизи – южные ворота Италии, город, который смотрит в лицо восточному Средиземноморью. Уже в античные времена здесь заканчивалась Аппиева дорога, царица всех дорог Рима. Старинный порт Бриндизи, защищенный естественными бухтами, был ключевым пунктом на пути в Грецию и Левант. Отсюда отправлялись корабли с воинами, купцами и паломниками. И сегодня город живет в ритме гавани. Здесь швартуются паромы, а на узких улицах старого центра чувствуется дыхание Востока, беленые дома, пальмы, вечерний воздух с морской солью. Город Бари севернее – это уже не пограничье, а центр. Узкие улочки старого Бари запутанные и живые, полны запаха уличной еды и перекличек голосов, как в древнем базаре. Но чуть дальше широкие проспекты, университеты, филармония. Этот город одновременно рыбацкая деревня и крупный порт, духовный центр и промышленный узел.
А еще севернее, на высоком скалистом мысе Гаргана, словно сторожевой маяк над Лазурью, расположился Виесте. Это уже не центр, а край, обрамление Адриатики. Город вытянут вдоль побережья, с отвесными обрывами, с которых вырастают белые дома. Под ними бухты, гроты, пляжи. Над ними древняя цитадель. Виесте – это тишина сосновых лесов Гаргана и вечное дыхание волн у подножья скал. Виесте сторожит море, а время от времени и сам живет им, на краю суши и началом просторов. Когда покидаешь скалистый Гаргана и город Виесте остается позади, Адриатика становится мягче. Побережье постепенно выпрямляется, и острые ребра утесов уступают место длинным полосам песка и пологим равнинам. Здесь начинается путешествие вдоль берегов, где южный пейзаж перетекает в центрально-итальянский, сохраняя при этом верность морю. Иваста – первая остановка. Старый город, вытянувшийся на холме над морем. Улицы тянут за собой арки, балконы с геранью и колонны. Внизу пляжи, а за спиной оливковые рощи и виноградники. Васта – мост между югом и центром, между белизной Виесте и горизонтами Пескары. А Пескара – город света и воздуха. Это не средневековая открытка, а город 20 века. Широкие проспекты, пальмы, велосипеды, шум ночных баров и длинные пляжи с зонтиками. И, наконец, Анкона – город, стоящий на изломе береговой линии на мысе, выступающем в море. Вершину мыса венчает кафедральный собор Сан-Чириако, строгий, романский, с видом сразу в 3 стороны света. Анкона не курорт, он всегда был портом. Здесь корабли шли в Грецию, в Далмацию, на восток. Город крепкий, рабочий, с античным сердцем и византийскими стенами. Сразу после Анконы – Сенегалия. Ее отличает почти прямолинейная набережная, длинные пляжи с золотым песком и один из самых знаменитых пляжных курортов региона Марке. Но в глубине старого города скрыта настоящая жемчужина – Рокко-Равереско, мощная ренессансная крепость, построенная для герцога Фурбина. Далее Фана, город, бывший когда-то римской крепостью. Здесь сохранилась арка Августа, старейшая арка на всем Адриатическом побережье Италии. Рядом Пезаро, родина композитора Джоаккино Россини. Затем начинается то, что можно назвать пляжным поясом Италии. Это 3 города – Католика, Риччони и Римини. Здесь миллионы итальянцев и европейцев проводят лето. Вдоль пляжей километры лежаков, отелей и кафе. Римини при этом остается городом с римскими корнями. Здесь есть арка Августа, Тибериева арка, Римский мост и следы феллиниевской ностальгии. Ведь именно здесь родился великий режиссер Федерико Феллини. Между Римини и Равенной тянется зеленая, почти сельская линия побережья. Здесь все ровное, мягкое, слегка затуманенное. Побережье невысокое, лагуны и сосновые рощи подступают к дороге. Вокруг пахнет смолой, травами и морской солью. Этот участок – дыхание Паданской равнины, медленное и густое. И, наконец, Равенна. Город не у самого моря, но с морем тесно связан. Когда-то здесь был порт Классис, военная гавань Римской империи. Но главное в Равенне не волны, а мозаики. Восьмигранный мавзолей Галлы Плацидии, Сан-Витале, Сант-Аполлинаре-Нуово. Здесь царит вечная тишина византийского золота и лазури. Это столица Западной Римской империи в последние ее десятилетия. Потом центром остготов, потом византийский форпост. После Равенны дорога идет вдоль побережья, в зоне, где море и суша веками спорят за территорию. Камакио, маленькая Венеция – это удивительный городок, стоящий на 13 островах, связанный между собой арками мостов. Здесь течет не река, а целая сеть каналов. Камакио напоминает Венецию в миниатюре, только без толп туристов. Славится угрём, рыбацким музеем и Требьетто – мостом с 3 лестницами, под которым можно проплыть на лодке. Севернее – дельта реки По.
Здесь река По, величайшая в Италии, впадает в Адриатику не одним устьем, а множеством рукавов, образуя настоящий дельтовый лабиринт, один из крупнейших в Европе. Это край птиц, тростников, болот и лодок. В национальном парке обитают цапли, бакланы, розовые фламинго и редкие виды уток. Адидже – вторая по длине река Италии. Она берет начало в Альпах, в Южном Тироле, течет через города Больцано и Тренто и впадает в Адриатику южнее Венеции. Ее течение бурное, с горным характером, а воды ледниковые и холодные. Через долину Адидже в античности проходила Виа Августа, один из важнейших римских путей, и за ней Венеция. Венеция находится в северной части Адриатического моря, в лагуне, отделенной от моря барьерными косами. Город расположен на более чем 100 островах, сформированных наносами реки По и Адидже. Эти реки веками приносили ил и песок и органические отложения, образуя низменную влажную территорию с участками суши, каналами и отмелями. Венеция – это архитектурное чудо. Здания Венеции стоят на сваях, вбитых в илистое дно. На сваи укладывались балки, затем кирпичная и каменная кладка. Такая конструкция позволила создать плотную застройку на слабом грунте. Между островами проложены каналы, выполняющие функции улиц. По ним передвигаются лодки, моторные катера и общественный водный транспорт. Венеция не имела оборонительных стен, защиту обеспечивала сама лагуна. Город развивался как морской порт и торговый центр. Здесь строили суда, принимали грузы, размещали склады и мастерские. Венеция формировалась как самостоятельная политическая единица. Через нее проходили торговые маршруты между Европой и Восточным Средиземноморьем. Архитектура города отражает смешение византийских, готических и ренессансных форм. Венеция всегда жила морем, строила корабли в арсенале, встречала паломников, дожей, художников. Она вобрала в себе Восток и Запад. А за Венецией Лидо ди Изолла, бесконечный пляж Северной Адриатики. Это самый длинный оборудованный пляж Италии. Около 15 километров мягкого, ровного, золотистого песка, где можно уместить все. От серферов до песочных замков. А дальше на востоке город Триест, в котором мы уже были в самом начале. Да, дорогие друзья, мы прошли вдоль всего побережья Адриатического моря, от Триеста до Венеции. Но Адриатическое море – это не только пляжи и старинные города, это глубинная экосистема, наполненная жизнью, которую мы не видим с берега. Адриатическое море спокойное и кажущееся прозрачным до самого дна, но оно скрывает под своей гладью настоящий микрокосмос. Морская флора Адриатики представлена в первую очередь водорослями и морскими цветковыми растениями. На скалистых берегах плещутся бурые зеленые водоросли, макрофиты, которые не только участвуют в кислородном обмене, но и формируют убежище для множества мелких животных. Особая гордость Адриатики – луга Поседонии, морского растения, которое выглядит как подводная трава. Эти морские пастбища играют ту же роль, что и леса на суше, производят кислород, стабилизируют грунт, являются колыбелью для мальков и домом для десятков видов. На первый взгляд воды Адриатики скромны, но стоит погрузиться, и перед глазами откроется разноцветный подводный город. Здесь живет более 700 видов рыб, от скромных бычков до огромных китовых акул, заглядывающих в Адриатику время от времени. На каменистых участках прибрежной зоны мелькают сардины и кефали, у скал вьются морские угри, а у песчаного дна лежат зарывшись камбалы и скаты. В теплых прибрежных водах встречаются тунцы и черепахи-лагерхеды, приплывающие сюда летом. Особый интерес представляют моллюски, от изящных ракушек до гигантских двустворчатых морских фиников и благородных пина, которые стали символом хрупкости Адриатики. Они сейчас на грани исчезновения. Среди беспозвоночных осьминоги, крабы, креветки, морские звезды, ежики и целые леса из губок. Эти тишайшие обитатели, делающие свою работу по очистке воды, незаметно, но неоценимо.
Адриатический осетр – древняя, почти исчезнувшая рыба, когда-то обитавшая в устьях рек, впадающих в Адриатическое море, особенно в дельте По. Это мощное, покрытое костными щитками существо жило еще во времена динозавров. Он поднимался в реки на нерест, а затем возвращался в солоноватые воды. Сегодня в дикой природе осетр встречается крайне редко. Популяции разрушены дамбами, загрязнением и переловом. Однако в Италии и Хорватии ведутся программы по восстановлению вида. На восточном побережье моря обитают многие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды. Эта часть побережья менее загрязнена и более прозрачна, чем западная. Отчасти потому, что морские течения в Адриатике движутся против часовой стрелки. Чистые воды с юга поднимаются вдоль восточного побережья, а загрязненные воды уносятся на запад. Такое течение способствует биоразнообразию восточного побережья. Например, обыкновенный дельфин чаще встречается именно здесь. У хорватского побережья также находят убежище критически находящиеся под угрозой вымирания тюлени-монахи и морские черепахи. Новые исследования показали, что киты и другие морские мегафауны, ранее считавшиеся случайными гостями Адриатики, на самом деле регулярно мигрируют и обитают здесь. Самые крупные из них финвалы, которые живут в Адриатике постоянно. Также встречаются, но реже кашалоты и клюворылы кувье. В море заходят гигантские акулы и манты, хотя это и мигрирующие виды. Исторически в Адриатике могли встречаться и другие, ныне исчезнувшие или почти исчезнувшие виды, такие как североатлантический гладкий кит, атлантический серый кит. Тунец ловился в Северной Адриатике на протяжении тысячи лет. Огромные косяки, главным образом малого тунца, заходили до самого залива Триест. Но с усилением промышленного рыболовства такие миграции прекратились. Последний крупный улов тунца в этом районе был зафиксирован в 1954 году. В то же время помимо тунца около 60 видов находится под угрозой исчезновения, в первую очередь из-за перелова. А кто живет между морем и небом? Конечно же, птицы. Да, на границе моря и суши шумит еще один мир. На Адриатике можно встретить цапель, бакланов, чаек, фламинго, а в дельтах рек множество перелетных птиц. Дельта реки Неретва, лагуна Венеции, заливы Черногории – это не только важные водно-болотные угодья, но и промежуточные станции в великом пути миграции между Европой и Африкой. В Адриатическом регионе зарегистрировано более 400 видов птиц, включая как оседлые, так и мигрирующие виды. Флора и фауна Адриатики формировались тысячелетиями под влиянием климата, солености, течений, но сегодня они уязвимы. Разливы нефти, сточные воды, туризм, браконьерство и глобальное потепление разрушают этот сложный мир. Глубокое, бирюзовое, древнее Адриатическое море, веками кормившее прибрежные народы, сегодня глотает отходы их жизнедеятельности. Экосистема страдает от избытка пестицидов, идущих с полей из городских стоков, особенно из реки По. Вместо чистой пресной воды – удобрения, канализация, промышленные сбросы. Символ красоты Венеция стала и символом загрязнения. Тяжелые металлы, канализация, нефть – еще одна угроза. Балластные воды танкеров, идущих в Триест, тоже несут риск. В 2011 году были выделены 27 горячих точек, из них 6 особенно опасны. Дельта реки По, Венеция, Триест, Копер, Неретва, Бари. Также страдают Анкона, Пескара, Дурес, Сплит, Шибеник и Ульцинь. С 1977 года ведется международная работа по защите моря, а с 2011 совместно со Всемирным банком разрабатываются меры по устранению загрязнений. Но процессы идут медленно. Адриатика прекрасна, но воды, что веками давали жизнь, сегодня несут тягость цивилизации. И кажется, оно терпит, оно не жалуется, или человек просто не слышит. Оно тянется к рассвету над хорватскими горами, к венецианским отблескам, к лодке рыбака в бухте Котора, и море не просит многого, всего лишь уважения, потому что Адриатика – это храм природы. На Адриатике по-особенному
по-своему красиво. Здесь море как стекло, прозрачное, теплое, сине-зеленое, меняющее цвет от бирюзы до индиго. Скалистые берега чередуются с бухтами, где спят лодки, пахнет солью и розмарином, а горы-великаны охраняют побережье, отражаясь в воде. И закаты огненные, длинные, бесконечные, а ночью звезды висят так низко, что цепляются за паруса. В этом море нет суеты, только свет, ветер и покой. Здесь хочется молчать и смотреть, и запоминать каждое мгновение, подаренное первозданной красотой Адриатическим морем. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.